горячие ватрушки, горячие ватрушки. Je dis que se vende. Теперь куда, барин? На канавку возле Семеновского моста. Дома? Дома. Верно, какая-нибудь 40-летняя дева. Да уж вот нет как нет. То есть как женится, так каждый день меня будете похваливать да благодарить.
Да ты врешь, Фёкла Ивановна. Ой, да устарел я, отец мой, врать. Пес врет. А приданное? Каменный дом в московской части. Уж такое прибыточно, что истинное удовольствие. Один лобазник 700 рублей платит за лавочку. Пивной погреб тоже большое общество привлекает. Да собой-то, а какова собой? Как рафинат. Белая, румяная, кровь с молоком. Сладость такая, что и рассказать нельзя. Да ведь она, однако ж, не штаб-офицерка. Ой. Купца третьей гильдии дочь. Уж такая, что и генералу обиды не нанесет. Да ведь я-то потому тебя спрашиваю, что я надворный советник. Не понимаешь? Да уж обыкновенно, как не понимать. Был у нас и надворный советник. Да отказали. Не понравилось. Ну, а кроме этой, других там нет никаких? Да какой тебе еще? Уж это что ни на есть лучшее. Будто уж самое лучшее? По всему свету исходи, такой не найдешь. Подумаем, матушка, подумаем. Приходи-ка послезавтра. Да помилуй, отец мой! Вот уж третий месяц я хожу к тебе, а прок-то ни насколько. Все сидят в халате, да трубку зной покуривает. А ты думаешь, что жениться это все равно, что есть Степан, подай сапоги, натянул на ноги и пошел? Тут надо порассудить, просмотреть. Тебе же худо! В голове седой волос уж глядит. Скоро совсем не будешь годиться для супружеского дела. Что за чепуху несешь ты? Где ты видишь седой волос? Где видишь? Что ему не угодишь, другой ему не угодишь. Да у меня на примете Седой есть волос. такой капитан, что ты ему и под плечо не подойдешь. Ты как здесь? А? Ну послушай, на кой черт ты меня женила? А что дурного, закон исполнил? Закон исполнил. Как и не видали жена, без нее ты раз не мог обойтись? Да ты сам пристал. Крыса старая. Седой волос. Это хуже, чем оспа. Сумасшедший! Ну зачем? Ну зачем? Ну что за глупость? Перепугал. Право, так, что душа не на месте. Нет, эк мерзавец. Ведь и мне ничего об этом. Каков, прошу покорно. С-под тишка, а? Что за шутки вздумал? И зеркало он разбил. Ведь эта вещь недоровая, в английском магазине куплена. Ну, полно. Ведь это я бы на тебя должен сердиться. Ты от меня, своего друга, все скрываешь. Жениться ведь задумал? Вот вздор, и совсем и не думал. Да ведь улика на лицо. Ведь известно, что за птица. Эй, Фёкла! Ну, Фёкла, как тебя, папочки? Говори. Как, что и прочее. Дворянка? Чиновница? М? И зеркало вон разбил. Полно, сыщу я тебе другое зеркало. Да, сыщешь. Знаю я эти другие зеркала. Целым десятком, кажется, царей и рожа выходит косяком. Или в купечестве, что ли? А как зовут? Агафья Тихоновна. Агафья Тихоновна. Агафья Тихоновна. Брандахлыстова? А нет, Купердягина. Купердягина? В шестилавочной, что ли, живет? Уж вот нет, будет поближе к пескам в Мыльном переулке. Ну да, в Мыльном переулке, точно за лавочкой, деревянный дом. И не за лавочкой, а за пивным погребом. Как же за пивным? Вот тут-то я не знаю. А вот как поворотишь в проулок, так будет тебя прямо будка. А как будку минишь, свороти налево. И вот тебя прямо в глаза, то есть вот так тебе прямо в глаза будет деревянный дом, где живет швея, что жила прежде с сенатским обер-секретарем. Ну-ну-ну. Ну ты к шве-то не заходи. А сейчас за ней будет второй дом каменный. Вот этот дом и есть ее. То есть в котором она живет. Агафья Тихоновна невеста. Хорошо, хорошо. Теперь я это все обделаю. Ты ступай, в тебе больше нет нужды. Как так? Неужто ты сам свадьбу хочешь Сам, ты уж заправить? только не мешайся теперь. Бесстыдник какой. Да это не мужское дело. Ступай. Оступись, батюшка, право. Поди, не смыслишь ничего, не мешайся. У людей только чтоб хлеб отнимать. Знай, Без сверчок, Бога свой никакой. шесток. Убирайся. В дрянь в какую вмешался. Ну, брат, этого дела нельзя откладывать. Едем. Да ведь я только так. Ничего. Здесь нет ничего такого. Дело христианское, необходимое даже для Отечества.
Я так только подумал. Пустяки, пустяки, только не конфузься. Я тебя женю так, что и не услышишь. Мы сей же час едем к невесте. Вот еще. Сейчас бы ехать. Зачем же, помилуй, зачем дело? Ну, рассмотри сам, ну что из того, что ты не женатый? Ну, посмотри на свою комнату. Ну, что в ней? Вон невычищенный сапог стоит, вон лоханка для умывания. Вон целая куча табаку на столе. Ну, это правда, порядка-то у меня, знаю сам, нет. Ну, а как будет у тебя жена, так ты просто не себя, ничего не узнаешь. Тут у тебя будет диван, собачонка, чижик какой-нибудь в клетке, рукоделие. И вообрази, ты сидишь на диване, и вдруг к тебе подсядет бабеночка. Хорошенькая такая. И ручкой тебя. А, черт, как подумаешь, право. Какие в самом деле бывают ручки? Куды тебе? Будто у них только что ручки? У них, брат, ну да что там говорить, у них, брат, просто черт знает чего нет. А ведь сказать тебе правду, я люблю, если возле меня сядет хорошенькая и... Ну вот видишь, сам раскусил. Ну, теперь только нужно распорядиться. Свадебный обед и прочее, это уж все я. Шампанского меньше одной дюжины никак брать нельзя, уж как ты себе хочешь. Мадеры тоже полдюжины бутылок, непременно. А рейнвейн, черт с ним, не правда ли, а? Что же касается до обеда, у меня, брат, есть на примете один придворный официант, так собака накормит, просто не встанешь. Помилуй, ты так горячо берешься, как будто уж и свадьба. А почему же нет? Зачем же откладывать? Ведь ты же согласен. Я? Ну нет, я еще не совсем согласен. Вот те на. Да ты сейчас изъявил, что хочешь. Я только говорил, что не худо бы. Как, помилуй? Думаешь, совсем было все дело? Да что, разве тебе не нравится женатая жизнь, что ли? Нет, мне нравится. Так что ж, зачем дело стало? Да ни зачем не стало, а только странно. Что ж странно? Ну, как ни странно, ну, как ни странно. Был не женат, а теперь вдруг женат. Ну, не стыдно ли тебе? Я вижу, с тобой нужно говорить серьезно. Я буду говорить с тобой откровенно, как отец с сыном. Ну, посмотри на себя. Посмотри на себя внимательно. Вот, например, как теперь на меня смотришь. Ну, что ты теперь такое? Ведь просто бревно. Никакого значения не имеешь. Для чего ты живешь? Ну, взгляни в зеркало. Что ты там видишь? Глупое лицо, больше ничего. А тут вообрази, около тебя будут ребятишки, может, целых 6. И все на тебя как 2 капли воды. Ты теперь надворный советник, экспедитор или там начальник какой, Бог тебя ведает. А тогда вообрази, около тебя будут экспедиторчонки. Такие маленькие канальчонки. Какой-нибудь постреленок, протянувший ручонки, будет теребить тебя за бакенбарды. А ты ему только будешь по собачьи ав-ав-ав-ав-ав. Да ведь только они шалуны большие, они будут все портить, разбросают бумаги. Пусть шалят. Да ведь на тебя похоже, вот в чем штука. А ведь в самом деле, черт подери, даже смешно. Какой-нибудь этакой пышка уж на тебя похож. Как же не смешно? Конечно, смешно. Ну, так, едем. Пожалуй, поедем. Эй, Степан, давай своему барину одеваться. Я думаю, однако ж, нужно бы в белом жалеть. Пустяки, все равно. Ну, щей хороших приманила. Да хороших, уж такие дворяне, что и не было таких. Ну. Фу. А какие они? Какие? Славные, хорошие, аккуратные. Балтазар Балтазарович Живакин. Такой славный, во флоте служил. Как раз по тебе придется. Говорит, что ему нужна невеста, чтобы была в теле, а поджаристых он совсем не любит. Иван Павлович служит экзекутором.
Такой важный господин, что и приступу нет. Такой видный из себя. О, толстый. Как закричит на меня: ты не толкуй мне пустяков, что невеста такая эдакая. Ты скажи напрямик, сколько за ней движимого и недвижимого. Да еще, мать моя, вклеил такое словцо, что и неприлично тебе сказать. Я так вмиг и спознала. Думаю, да это должно быть важно, господин. А еще кто? Никанор Иванович Анучкин. Такой великатный. А губы, мать моя, малина. Совсем малина. Мне говорит, чтобы невеста была хороша собой, воспитанная, чтобы по-французски умела говорить. А сам такой субтильный, а ножки такие узенькие, тоненькие. Нет, мне эти субтильные как-то не того. Не знаю. Ничего не вижу в них. Ну, коли хочешь поплотнее, возьми Ивана Павловича. Уж лучше выбрать нельзя. Уж он, нечего сказать, барин так барин. Мало в эти двери не войдет, такой славный. А сколько ему лет? А человек еще молодой, лет 50. А фамилия как? А фамилия Иван Павлович Яичница. Это такая фамилия? Угу. Фамилия. Боже мой, какая же это фамилия? Послушай, Феклуша, как же это, если я выйду за него замуж и буду вдруг называться Агафья Тихоновна Яичница? Мать моя, да на Руси есть такие прозвища, что только плюнешь да перекрестишься, коли услышишь. Но коли не нравится прозвище, так возьми Балтазар Балтазарыча Жвакина. Славный жених. М? А какие? Какие у него волосы? Хорошие волосы. А нос? И нос хороший, все на своем месте. Но только не прогневайся. На квартире у него одна трубка и стоит, больше нет ничего, никакой мебели. А еще кто? Акинф Степанович Пантелеев. Чиновник, титулярный советник. Немножко заикается, зато ж такой скромный. Да что ты все чиновники, чиновники. А не любит ли он выпить? Вот, мол, что скажи. Ну, пьет, не прикословлю, пьет. А что делать? Он уже титулярный советник. Ну, нет. Я не хочу, чтобы у меня муж был пьяница. Ну, твоя воля, мать моя, твоя воля. Впрочем, что ж такого, если он выпьет лишнее? Не всю же неделю он бывает пьяный. Иной день выберется и трезвый. Но еще-то кто? Да есть там еще один. Да только такой бог с ним. Ну да кто же он? Не хотелось бы говорить про него. Уж он-то, пожалуй, надворный советник. Петлицы носит. Да уж на подъем, куда тяжело, не выманишь из дому. А еще кто? Да тут всего только 5. Она говорила, что 6. Да мало тебе, что ли? Смотри ты, как тебя вдруг разврало. Да что с них, с дворян-то? Один купец станет за всех. Вот ведь хороший торговец, что по суконной линии. Алексей Дмитриевич Стариков. Не хочу за купца. Эх, Агафья Тихоновна, не то бы ты сказала, как бы покойник Тихон, твой батюшка, Пантелеймоныч, был жив. Бывало, как ударит всей пятерней по столу, да как вскрикнет. Плевал я, говорит, на тех, кто стыдится быть купцом. А рука-то в ведро величиной. О, какие страсти. По правде сказать, он и усахарил твою матушку, а покойница прожила подолье. Вот, чтобы у меня еще был такой злой муж, я ни за что не пойду за купца. Алексей Дмитриевич не такой. Не такой он. Не хочу. Не хочу. У него борода. Станет есть, он потечет по бороде. Не хочу. Не хочу. А нет, Арина Пантелеймоновна, дворянин ты будет почтеннее. Каменный двухэтажный дом.
Есть. Флигеля 2. Флигель на каменный фундамент, флигель деревянный. Но деревянный плоховат. Дрожки и сани парные. Сани парные с резьбой под большой ковер и под малый. Может, такие, что в лом годятся. Старуха, однако, уверяет, что первый сорт. Не с папенькой прелестной хозяйки дома имею честь разговаривать. Никак нет. Вовсе не с папенькой. Я даже еще не имею детей. Ах, извините, извините. Вы, верно, имеете какую-нибудь надобность хозяйки дома? Нет, что же, надобности никакой нет, а так зашел с прогулки. Это они, кто-нибудь из женихов. Господи, помилуй, воскрешно. В комнатах не убрано, Дуняшка! Дуняшка! Салфетку сними, мать моя! Одевайся, скорее одевайся! Господи, не погуби, не погуби! А позвольте побеспокоить вопросом. Как хозяйка дома знает по-французски? Дома? Дома? Дома. Пожалуйте в комнату. Подождите тут, они выйдут. Пождать пождем. Как бы только не замешкаться. Отлучился ведь только на минуту из департамента. Вдруг вздумает генерал. Где экзекутор? Душенька, ну почисть меня. Пожалуйста. Посмотри. Сзади сними. Пушинки-то. Посмотри. Как будто паучок там лазит. А на подборах ничего нет. Спасибо. Спасибо, душенька. Суконство ведь аглицкое. Вот каково носится. Благодарю, душенька. Раскрасоточка. В 95-м году, когда эскадра наша была в Сицилии, купил я его еще мичманом и шил с него мундир. В 801-м при Павле Петровиче был сделан лейтенантом. Сукно было совсем новешенько.
В 814-м сделал экспедицию вокруг света. Только по швам немного поистерлась. В 815-м вышел в отставку. Перелицовал. 10 лет ношу. До сих пор почти как новый. Вот. Вот. А как, позвольте узнать, Сицилия? М? Вот вы изволили сказать Сицилия. Хорошая эта земля, Сицилия. Прекрасно. Мы 3-4 дня там пробыли. Вид, я вам доложу, восхитительный. Это горы, это деревце гранатное. Вокруг итальяночки, розанчики. Хочется целовать. И хорошо образованы. Превосходным образом. Так образованы, как только у нас графини. Разве? Бывало, пойдешь по улице, натурально. Здесь эполеты, золотое шитье. Это красоточки, черномазенькие. У них возле каждого дома балкончики. Крыши, как этот, пол плоский. Это, смотришь, сидит такой розанчик. Натурально. Ну, чтоб не ударить лицом в грязь, эдак. Ну, и она эдак, натурально одета. Тафтица, шнуровочка, дамские сережки разные. Лакомый кусочек. Как живешь, душа моя? Спасибо, отцы мои. Здорово, здорово. Так. Преинтересная, как я вижу, жизнь в чужих краях. А позвольте узнать, с кем имею счастье изъясняться? Живакин, лейтенант в отставке. Позвольте тоже со своей стороны спросить, с кем имею счастье изъясняться? В должности экзекутора Иван Павлович Яичница. Я тоже перекусил. Время-то холодновато. Впереди, знаю, дороги довольно будет. Вот, селедочку съел с хлебцем. Вы не так поняли. Это моя фамилия, Яичница. А, извините. Я, правда, немножко туговат на ухо. Вот и подумал, что вы изволили сказать, что съели яичницу. Да? Что делать? Я уже хотел было просить генерала, чтобы позволил мне называться Яичницын. Да свои отговорили. Говорят, будет похоже на собачий сын. Да, это бывает. У нас вся третья эскадра, все офицеры и матросы были с пристранными фамилиями. А один мичман, и хороший мичман, был по фамилии просто Дырка. А позвольте узнать, с кем и... Анучкин Никанор Иванович. Вот тебе прямо в глаза. То есть так тебе прямо в глаза деревянный дом. Здесь живет швея, что жила прежде с сенатским обер-секретарем. А напротив другой дом, каменный. Что ж ты остановился? Да, ступай ты вперед. Я только на минутку оправлюсь. Стремешка расстегнулась. Ну вот еще. Очень нужно поправлять стремешку. Ведь улизнешь, я знаю. А и верно, каменный. О 2 этажах.
Помни только кураж и больше ничего. Это что значит? Уж не женихи ли? С которых сторон понабрала ворон? Тут те ворон нет, все честные люди. Гости не считанные, а кафтаны общипанные. Гляди на лед на свой полет, а и похвастаться нечем. Шапка в рупе, щи без круп. Небось, твои разживные по дыре в кармане. Господи, у тебя-то... У тебя-то. А как, позвольте вам сделать вопрос? На каком языке изъясняется в Сицилии? А натурально, все по-французски. И все барышни решительно говорят по-французски? Да, все решительно. Вы даже можете не поверить тому, что я скажу. Мы жили 3-4 дня. И во все это время я ни одного слова не слыхал от них по-русски. Ни одного? Ни одного. Я уж и не говорю о дворянах и прочих там сеньорах. Ну, возьмите нарочно простого тамошнего мужика, который перетаскивает на шее всякую дрянь. Попробуйте, скажите ему, дай, братец, хлеба, не поймет. Ей-богу, не поймет. А скажи ему, дай, братец, хлеба. По-французски. А любопытные. Однако ж я вижу, должна быть земля, это Сицилия. Вот вы сказали мужик. Что мужик? Как он? Так же совершенно, как и русский мужик. Широк в плечах и землю пашет. Не могу вам сказать, не заметил, пашут или нет. А вот насчет нюхания табаку я вам доложу. Не только все нюхают, но даже и за губу кладутся. По какой причине изволили одолжить посещение? По газетам узнал я, что желаете вступить в подряды и насчет поставки лесу и дров. А потому, находясь в должности экзекутора при казенном месте, пришел узнать я, какого рода лес, в каком количестве и к какому времени можете его поставить. Какой лес? Хоть подрядов никаких не берем, но приходу рады. А как
как по фамилии? Коллежский асессор Иван Павлович Яичница. Прошу покорнейше садиться. Позвольте узнать, по какой причине? Тоже в газетах. Вижу, объявляют о чем-то, и дай, думаю, себе пойду. А как по фамилии? Лейтенант морской службы в отставке Балтазар Балтазарович Живакин, второй. Был еще и другой Живакин, но он прежде моего вышел в отставку. Был ранен под коленком. Пуля так странно прошла, что коленка самого не тронула, а по жиле прохватила. Да, как иголкой шила. Бывало, стоишь с ним рядом, все, кажется, что он тебя хочет сзади коленком ударить. Прошу, Да. прошу покорнейше садиться. Позвольте узнать, по какой причине? А по соседству, находясь в довольно близком соседстве. Это не в доме купеческой жены Тулубовой, что насупротив изволите жить? Нет, я пока не живу на Песках, но имею, однако, намерение перебраться сюда, в соседство, в эту часть города. Прошу покорнейше садиться. Позвольте узнать причину. Да неужто вы меня не узнаете? И вы также, сударыня? Сколько, мне кажется, совсем не видала вас. Однако ж. Припомните, вы меня где-нибудь верно видели. Право не знаю. Уж разве не у Берюшкиных? Именно у Берюшкиных. А как по фамилии? Кочкарев. Кочкарев? Илья Фомич. В родстве ведь мы, жена моя непрестанно говорит о том. Позвольте, приятель мой, Подколесин. Иван Кузьмич, надворный советник, служит экспедитором. Один все дела делает. Усовершенствовал отличнейшую часть свою. А как по фамилии? Подколесин. Иван Кузьмич. Директор так только для чина поставлен, а все дела он делает. Иван Кузьмич Подколесин. Прошу покорнейше садиться. Прошу. Странная погода нынче. Поутру совершенно было... А теперь как будто и прошло. Да. Дас, эта погода ни на что не похожа. Иногда ясно, а в другое время совершенно пасмурно. Очень большая неприятность. А вот в Сицилии, матушка, мы были с эскадрой в весеннее время. Если по-нашему подгонять, в феврале выйдет. Бывало, выйдешь на улицу, смотришь, день солнечный, потом эдак дождик, потом точно смотришь, как будто дождик.
Неприятнее всего, когда в такую погоду сидишь один. Женатому человеку совершенно другое дело, не скучно. А в одиночестве, так это просто... Смерть. Совершенная смерть. Да, с Вы этим правы. можно сказать... А как, Иван сударыня, Павлович. если бы вам пришлось избрать предмет? Смерть. Как ваш вкус? Извините, что я так прямо. В какой службе вы полагаете приличнее быть мужу? Прошу прощения, сударыня, вы не хотели бы иметь мужем человека, знакомого с морскими бурями? Почему же предубеждение? на Зачем вы улице. хотите оказать Если пренебрежение полет, человеку, запишите который хотя, его. конечно, служит? Да позвольте сказать. Ах, Сударыня, разрешите. Как ваше мнение, Агасий? По моему мнению, лучший муж есть человек, который один почти управляет всем департаментом, а? Подколесин. Подколесин. Тетушка! Посидите за меня! Что же это значит? Что-нибудь, верно, случилось. Да как-нибудь насчет дамского туалета. Манишек поправите, да шпилечку пришпилить. А, матушка... Что случилось? Да как Сударыня. может быть случилось? А зачем же она Голубушка ты вышла? наша. Ну, пристыдили, поэтому и вышла. Нет. Просит извинить. А вы изволите... Вечеру прошу. на чашку чая. Просит, чтоб Благодарствую. пожаловали. Черт побери, Пожалуйста, мне на не вечеру нравится. на чашку. А ведь хозяйка-то не дурна, а? Да, не. А хозяюшка-то хороша. Да, нос велик. Мне тоже их мнение не то. Да и знает ли она еще по-французски? А чего же вы не поговорили с ней по-французски? Позвольте спросить, может, и знает. Вы думаете, я говорю по-французски? Нет. Я не имел такого воспитания. Мой отец был скотина, мерзавец. Я был тогда еще ребенком, меня легко было приучить, стоило только посечь хорошенько, я бы знал. Но теперь, когда вы не знаете, что за прибыль, если надо... А нет, нет. Женщина совсем другое дело. Нужно, чтобы она непременно знала. А без этого у нее и то, и это. Все уж будет не то. Да? Ну, об этом заботься кто другой. А нам не по дороге. Вы где, позвольте спросить, живете-то? Что ж, пойдем и мы. Прошу к чаю вечеру. Покорнейше просим к чаю. Вечеру просим к чаю. Прошу к чаю вечеру. Ну, все-таки невеста должна знать по-французски. Почему ж? Потому что... Уж я не знаю почему, все уж у нее будет не то. Да она красавица, просто красавица. Да я и сам. Мне самому она приглянулась. Да после как начали говорить длинный нос, ну, я рассмотрел и вижу, что длинный нос. Эх ты, певей, не нашел дверей. Это, брат, такая девица. Ты рассмотри хорошенько глаза ее. Черт знает, что за глаза. Говорят, дышат. Ну, теперь-то я опять вижу, что она как будто хороша. Послушай, теперь, так как они все ушли, пойдем к ней, изъяснимся и все кончим. Ну уж это я не сделаю. Ну, отчего ж? Да что за нахальство? Пусть она сама выбирает. Ну, да что тебе на них смотреть? Хочешь, я их всех в одну минуту спровожу? Да. Как же ты их спроводишь? Ну уж это мое дело. Дай мне только слово, что потом не будешь отнекиваться. А чего ж не дать? Руку. Изволь, я не отпираюсь, я хочу жениться, возьми. Ну вот мне только этого и нужно.
Отвезешь барина на канавку к Семеновскому мосту. На. Правда, такое затруднение. Если бы один человек, два, а то 4. Никанор Иванович не дурен. Хотя, конечно, худощав. Да если правду сказать, Иван Павлович тоже очень видный мужчина. Хоть и толст. Балтазар Балтазарович тоже мужчина. Иван Кузьмич тоже не дурен. Если бы губы Никанора Ивановича приставить к носу Ивана Кузьмича, да и взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, Господи, милосердный, не помню. я думаю, лучше всего кинуть жребий. Положиться во всем на волю Божью. Кто вытянется, тот пусть и будет муж. Такое несчастное положение девиц. Особливо еще влюбленных. Из мужчин никто не войдет в это. Даже просто не хотят этого понять. Ах, если бы Бог дал, чтобы вынулся Никанор Иванович. Отчего же он? Лучше Иван Кузьмич. Господи, отчего же Иван Кузьмич, а? Чем хуже те другие? Да возьмите Ивана Кузьмича. Чего же испугались? Не пугайтесь, это я. Ну, право, возьмите Ивана Кузьмича. Мне стыдно. Вы подслушали. Ничего, ничего, ведь я свой, передо мной нечего стыдиться. Ну, откройте же ваше личико. Ну. Мне право стыдно. Ну, возьмите же Ивана Кузьмича. Право, чудо-человек. Усовершенствовал часть свою. Просто Платье не выглажено? удивительный человек. Никанор Иванович тоже очень хороший человек. Помилуйте, это же дрянь против Ивана Кузьмича. Отчего же это? Ну, ясно, отчего. Иван Кузьмич человек. Ну, просто человек, какого не сыщешь. А Иван Павлович? Яичница, Иван Павлович дрянь. Они все дрянь. Будто бы уж и все. Да вы только посудите. Вы сравните только. Это как бы то ни было Иван Кузьмич. А ведь то, что не попало. Иван Павлович, Никанор Иванович. Ну? Черт знает, что такое. Ведь они все, однако, очень скромные. Какой скромные, драчуны. Самый буйный народ. Охота вам быть прибитой на другой же день после свадьбы. О, Боже мой. Уж это точно такое несчастье, хуже которого и быть-то не может. Еще бы. Так, по вашему совету, лучше взять Ивана Кузьмича. Ивана Кузьмича, натурально Ивана Кузьмича. Дуняшка, где утюг? Так вы думаете, Ивана Кузьмича? Непременно Ивана Кузьмича. А тем другим разве отказать? Конечно, отказать. Да как же это сделать? Как-то стыдно.
Почему стыдно? Скажите, что еще молоды и не хотите замуж. Да они не поверят. Станут спрашивать, почему да как. Ну так если вы хотите кончить за одним разом, так вы скажите просто, пошли вон, дураки. Ну как же это можно сказать? Ну уж попробуйте. Я вас уверяю, что после этого все выбегут вон. Да это выйдет как-то очень бранно. Так вы их больше не увидите. Какая разница? Не все ли равно? Да все как-то нехорошо. Они ведь рассердятся. Ну и что рассердится? Ну, самое большое, если кто-нибудь из них плюнет в глаза. Вот и все. Ну вот, видите. Да что ж за беда? Ведь им плевали несколько раз. Ей-богу. Это, верно, кто-нибудь из них? Право, я вся дрожу. Ну, молода. Молода. Я нарочно, сударыня, пришел пораньше, чтобы поговорить с вами наедине, на досуге. Ну, сударыня, насчет чина, я полагаю, вам известно. Служу коллежским асессором, любим начальниками. Подчиненный слушается. Не достает только одного – подруги жизни. Да-с? Да. Теперь я нахожу подругу жизни. Подруга – это вы. Сударыня, скажите напрямик, да или нет? Я еще очень молода-с. Не расположена замуж. Позвольте. А сваха зачем хлопочет? Но, может, вы хотите сказать что-нибудь другое? Изъяснитесь. Сударыня, ежели вы насчет фамилии, я поговорю с генералом. Ну, сударыня, скажите напрямик, да или нет? Извините, Может, я, сударыня, ранее, чем может быть, следует, рано. и повелевает долг приличия, здесь. но извольте, сударыня, не мне оказывать некогда. Я пренебрежение человек человеку, должностной, времени который, у меня хотя, нет. конечно, служил Скажите только одно. пехотной да службе, или Мое нет? почтение. но умеет, однако же, Иван Павлович, Как не ценить не нужно. обхождение В высшего каком общества. отношении не нужно? Ничего-с. Сударыня, Ничего-с. ничего. И я не того-с. Сударыня, Я я прошу ложу вас, сказать. скажите только Позвольте, одно. Да сударыня, или только нет? Пошли вон. Сударыня, Я сударыня, Пошли вон! службе муж, Пошли вон! знакомый с морскими... Ах, боже мой, что я сказала? Как пошли вон? Что такое значит пошли вон? Позвольте узнать, что вы подразумеваете под этим? Сударыня, Что за притча такая? Вот правая история. голубчик, скажите мне... Скажите, пожалуйста, невеста дура, что ли? А что, случилось разве что? Закричала, пошли вон, пошли вон. Черт знает, что такое. Ну да, это за ней водится. Скажите, пожалуйста, ведь вы ее родственник? Как же, родственник? Прошу. А как родственник, позвольте узнать? Право не знаю, как-то тетка моей матери что-то такое ее отцу. Или отец ее что-то такое моей тетке. Об этом знает жена моя, это их дело. Угу. Прошу. Угу. И давно за ней водится дурь? А еще с измольства. Да. Лучше было бы, если бы она была умнее. Хотя и дура тоже хорошо. Были бы только статьи прибавочные в полном порядке. Да ведь за ней нет ничего. Как так? А каменный дом? Да ведь только слава что каменный. А знали бы вы, как он выстроен. Стены-то ведь выведены в один кирпич. В середине всякая дрянь. Мусор, щепки, стружки. Что вы? Разумеется. Как будто не знаете, как теперь строятся дома. Однако ж дом-то еще не заложен. Кто вам сказал? В том-то и дело, не только заложен, за 2 года еще проценты не выплачены. Да еще в Сенате есть брат, который тоже запускает глаза на дом. Сутяги такого света не производил. С родной матери последнюю юбку снял. Безбожник. А позвольте вас побеспокоить тоже вопросом. Да. Признаюсь, не зная французского языка, чрезвычайно трудно судить самому, знает ли женщина по-французски или нет. Как хозяйка дома, знает? Не бельмеса. Что вы? Ну как же, я очень хорошо это знаю. Она вместе с женой училась в пансионе. Известная была ленивица. Вечно в дурацкой шапке сидит. А французский учитель просто бил ее палкой. Передайте вашей невесте, что она подлец.
Проклятые. Сваха. Представьте себе, что у меня с первого раза, как только ее увидел, было какое-то предчувствие, что она не знает Что по-французски. французский? Вы бы слышали, какими словами она расписывала. Дом, флигеля, на фундаментах, серебряные ложки, сани. Вот садись и катайся. Садись и... А, старая греховодница, ну подойди сюда. Подойди сюда. Эх, Марк, Подойди сюда, я тебе сказал. Вот вы мне тоже Дом сказали, строен что в она один знает кирпич. по-французски. Да им в ломбард сейчас заложат. Пристранный случай. Ведь это будет у меня не как 17-й невеста. Чего ей, однако, хочется? Чего ты ей, например, эдак? С какой стати? Был бы чем не хорош. Кажется, нельзя этого сказать. Все, слава богу. Природа не обидела. Уму непонятно. Пристранный случай. Смешно. Мне нравится веселость вашего нрава. У нас в эскадре капитана Болдырева был мичман. Петухов Антон Антонович тоже так веселого нрава. Бывало, ничего больше, покажешь ему этот палец, он вдруг засмеется. С самого вечера все смеется. Всего доброго, сударь. Ой, Господи, помилуй нас грешных. А сваха-то, мастерица женить, знает, как повести дело. Вот я женю, так женю. Вы не в шутку можете женить? Еще у кого угодно, на ком угодно. Голубчик, жените меня на здешней хозяйке. Вас? Зачем вам жениться? Как зачем? Немножко странный вопрос. Известное дело. Зачем? Да ведь вы слышали, приданого у нее ничего нет. Голубчик, на нет сюда нет. С этой прелюбезной девицей можно прожить без приданого. Маленькая ширмочка, небольшая комнатёрка. Что вам не так понравилось? Она полная женщина, а я большой аматер, в смысле женской полноты. Нет. Я просто, сударь, Вам совсем не следует жениться. Как так? Да так. Что у вас за фигура между нами будет сказано? Нога петушья. Как петушья? Конечно. Что с вас за вид? Сударь, мне кажется, что это касается, значит, личности. Я говорю, потому что знаю, вы рассудительный человек. Извольте, я вас женю. Но только на другой. Нет, я бы просил вас не женить меня на другой. Я, будьте так благодетельны, на этой. Извольте, женю. Но с одним условием. Вы не мешайтесь ни во что и не показывайтесь даже невесте на глаза. Я все сделаю без вас. Как же без меня? Невесте на глаза-то нужно будет показать? Совсем не нужно. Идите домой и ждите. Всего же вечера все будет сделано. А не нужен ли аттестат? А послужной список? Невеста может полюбопытствовать. Ничего не нужно, идите домой. Вот это уж куда бы хорошо. Я вам сегодня же дам знать. Что, ушли? Ушли. Мне все-таки кажется, что кто-нибудь из них сейчас воротится. Я ставлю голову, если какой-нибудь из них покажет нос. Я ушел за... Неужели ему так же отказано, как и тем? Наотрез.
Приконфузно, однако ж, должно быть, если откажу. О, еще бы. Послушай, теперь скорее к делу. Да, да. Изъясни и открой сию же минуту сердца. И требуй руки. Я привел вам, сударыня, смертного, которого вы видите. Еще никогда не было такого влюбленного. Просто не приведи Бог. И неприятелю не пожелаю. Ну уж ты, брат, кажется, слишком. Ничего, ничего. Будьте смелее. Он очень смирен. Старайтесь быть развязнее. Эдак поворотите как-нибудь бровями. Так вдруг и срезать его злодея. Напрасно мы не надели платье с короткими рукавами. А впрочем, это хорошо, а? Подколесин. Смелее, смелее. Оставляю вас в приятном обществе. До свидания. Прошу покорнейше садиться. Сударыня, вы... Вы любите кататься? Как кататься? На даче очень приятно. Летом кататься в лодке. Да, иногда прогуливаемся с знакомыми. Какое это лето будет, неизвестно. Желательно, чтобы было хорошее. Ага. Вы, сударыня, какой цветок больше любите? Который крепче пахнет. Гвоздику. Дамам очень идут цветы. Да, приятное занятие. Вы в которой церкви были в это воскресенье? Я в Вознесенской. А неделю тому назад был в Казанском соборе. Впрочем, молиться все равно где, в какой бы ни было церкви, то и только украшение лучше.
Вот скоро будет. Екатеринговское гуляние. Должно веселое будет гуляние. Очень скоро. Сегодня 8 число. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Какой смелый русский народ, смелый. Как это? Работники. Стоит на самой вершине. Вот. Я сегодня проходил мимо дома. Штукатурщик. Штукатурит, ты ничего не боится. Это в каком месте? А вот по дороге, по которой я всякий раз хожу в должность. Я каждый день хожу в должность. А вы уже хотите... Да. Извините, что, может быть, наскучил вам. Как можно? Напротив, я должна благодарить вас за подобное времяпровождение. А мне, право, кажется, что я наскучил. Да, право же нет. Ну так, если нет, позвольте мне и в другой раз когда-нибудь вечерком когда-нибудь. Очень приятно. Вечерком когда-нибудь. Какой достойный человек Иван Кузьмич. Я теперь только его узнала хорошенько. Его нельзя не любить. Он скромный, рассудительный. И главное, хорошо, что совсем не пустословит. Я тоже ему 2 слова ему хотела сказать. И оробело как-то сердце так, биться так стало. И вот. Эй, Степан, ты у портного был? Был. Что ж, он шьет фрак? Шьет. И много уже нашил? Да довольно, петлю уж начал метать. Что ты говоришь? А не спрашивал он, на что, мол, нужен барину фрак? Не говорил. Может быть, он говорил, не хочет ли барин жениться? Не спрашивал. Что ты говоришь? А ты видел у него, однако же, другие фраки? Ведь он для других тоже шьет? Да фрак-то у него много висит. Ты сказал, какой на мне чин, где служу? Сказал. Сказал? Сказывал. Что на это? Говорит, буду стараться. Я того мнения, что черный фрак как-то солиднее. Цветные больше идут этим секретарям, титулярным и прочим ЛСГ. Молокососных что-то. Надворный советник – это тот же полковник, разве что мундир без эполет. А ваксу купил? Купил. А где купил? В той лавочке, про которую я тебе говорил? В той что самой. на Вознесенском проспекте? В той самой. Что ж, пробовал чистить ею сапоги? Пробовал. Блестит? Блестеть-то она хорошо блестит. А когда он отпускал тебе ваксу, не спрашивал, для чего, мол, барину нужна такая вакса? Не спрашивал. Может быть, он говорил, что не хочет ли барин жениться? Ничего не говорил. Ну, хорошо, ступай.
Ты почему здесь? Я? Да зачем же мне там оставаться? Я там все уже сказал, что следует. Стало быть, сердце ей ты уже открыл. Да только вот, пожалуй, что сердце не открыл. Вот тебе история. Зачем же не открыл? Да как же ты хочешь? Не поговоря прежде ни о чем, вдруг сказать сбоку припеку: сударыня, дайте я на вас женюсь. Ну да о чем же вы? О каком вздоре толковали битых полчаса? Мы обо всем говорили, обо всем. Я, признаюсь, я очень доволен. Она с большим удовольствием провел время. Да послушай, посуди сам, когда же все это успеем? Ведь через час нужно будет ехать в церковь под венец. Сейчас под венец? А почему же нет? Ведь ты же сам дал слово, сказал, что сейчас готов жениться. Да я и теперь не прочь от слова, да только не сейчас же. Месяц, по крайней мере, надо дать для роздыху. Месяц? Ну, конечно. Да ты что, с ума сошел, что ли? Да меньше месяца и нельзя. Да ведь я уже заказал ужин, бревно ты! Ну, послушай, Иван Кузьмич, ну не упрямься, душенька. Женись теперь. Помилуй, брат, что ты говоришь? Как же теперь? Ну, Иван Кузьмич, я прошу тебя, но если не хочешь для себя, так для меня хоть, по крайней мере. Да право нельзя. Можно, душа, все можно. Ну, пожалуйста, ну не капризничай. Ну, неловко, совсем неловко. Да что неловко? Ну, кто тебе это сказал? Ну, ты посуди сам. Ты человек умный. Я говорю это не с тем, чтобы к тебе подольститься, не потому, что ты экспедитор, а из любви. Ну, полно, душа. Ну, решись. Взгляни оком благоразумного человека. Да если бы было можно, так я бы... Иван Кузьмич, милушка, лапочка, ну хочешь, я стану перед тобой на колени? Нет, ну вот вещай на колени. Ну, видишь, ну сам, я прошу тебя, век не забуду твои услуги. Ну не упрямься, душенька. Ну нельзя, брат. Ну почему? Право нельзя. Ну почему? Свинья! Свинья. Ну, бронись, бронись. Пожалуй, бронись себе. Я для чего ж старался? Из чего бился? Все для твоей же, дурак, пользы. Ведь мне что, я сейчас брошу тебя, мне какое дело? Да кто ж тебя просил хлопотать? Пожалуй, бросай. Да ведь ты пропадешь, ведь ты без меня ничего не сделаешь. Не жени тебя, век ты останешься дураком. Тебе-то что до этого? Ты такой дурак. Уж если на правду пошло, то и я хорош. Из чего я бью? Сын-то горло пересохло. Что он мне? Что я ему такое? Нянька, тетка? Из чего? Из чего я хлопочу о нем? Не даю себе покою. Просто черт знает из чего. Пойди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает. Я не хочу твоих стараний. Ну так и ступай к черту. И пойду. Ну, туда тебя и дорога. И пойду. Ага. Вот клянусь тебе, между нами теперь все кончилось. И на глаза мне больше не показывайся. И не покажусь. Да вот, к дьяволу, к твоему старому приятелю. И пойду. Эдакий дурак, мерзавец. Какая противная, подлая рожа. Тьфу! Взял бы тебя, глупую животину, да щелчками бы тебя. В нос, в уши, в рот, в зубы, во всякое место. Ведь вот что досадно. С него все это как с гуся вода. Будет лежать да покуривать трубку. Стой! Так вот нет же. Ну? Я пришел. Вам, сударыня, изъяснить одно дельце. Но только я бы хотел прежде знать, не покажется ли оно вам странным? Что же это такое? Нет, сударыня, вы скажите наперед, не покажется ли вам странно? Не могу знать, что такое. Но признайтесь, верно, вам покажется странным то, что я сейчас вам скажу. Да помилуйте, как можно, чтобы было странно? От вас мне все приятно слышать. Но этого вы еще никогда не слышали. Это... Вот в чем.
пусть. Я вам когда-нибудь скажу после. Что же это такое? А это... Я хотел было, признаюсь, сейчас объявить вам это, и все как-то сомневаюсь. Отчего же вы сомневаетесь? Да все как-то берут сомнения. Как это глупо! Как это глупо! А вы, сударыня, видите, он просит руки вашей. Желает объявить, что без вас не может жить, Помилуй, брат, существовать. что ты говоришь? Спрашивает Что только, ты- согласны ли вы его осчастливить? Что ты говоришь? Ну так что же, сударыня, решаете вы всему смертному доставить счастье? Я никак не смею думать, чтобы я могла составить счастье. А, впрочем, я согласна. Натурально, натурально. Давно бы так. Давайте ваши руки. Бог вас благословит. Согласен, одобряю ваш союз. Брак. Это такое дело, это не то, что взял извозчика да и поехал куда-нибудь. Это обязанность совсем другого рода. Это обязанность, мне теперь только времени нет, а после я расскажу тебе, что это за обязанность. Ну, Иван Кузьмич, поцелуй свою невесту. Теперь ты можешь это сделать. Теперь ты это должен сделать. Ничего, ничего, сударыня, это уж так должно. Уж пусть поцелует. Нет, 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 Ну? нет, нет. А? Теперь позвольте, сударыня, позвольте. Какая прекрасная ручка. Отчего это, сударыня? Такая прекрасная ручка. Нет, позвольте. Хочу, чтобы сей же час было венчание. Непременно сей же час. Как сейчас? Уж это может быть очень скоро. Слышать ничего не хочу. Хочу еще скорее, чтобы сию же минуту было венчание. Благословляю. Браво, Благословляю. молодец. Благородный человек. Я, правда сказать, послал уже за карету. Вы, сударыня, поспешите теперь скорее одеться. Венчальное платье у вас уже готово, я знаю. Готово, готово. Дуня! О, сюда. Ничего, ничего, ничего. Ну, брат, Ну, благодарю. ну. Теперь я вижу всю твою услугу. Отец родной не сделал бы для меня того, что ты. Спасибо, брат. Ничего, брат, я рад, я сам рад. Спасибо. Ну, дай я тебя поцелую. Дай Бог, чтобы ты прожил благополучно, в довольстве, в достатке. Детей бы нажили кучу. Спасибо, Ну? брат. Именно, наконец, теперь только я узнал, что такое жизнь. Теперь передо мной открылся совершенно новый мир. Теперь я вот вижу, что все это живет, чувствует, дышит, как-то это испаряется, это как-то даже не знаешь сам, что делается. Прежде я ничего... Рад. Я только побегу, посмотрю, как там карета, как стол, и в минуту ворочусь. А прежде я ничего этого не понимал. Ну. То есть был лишенный всякого сведения человек, не рассуждал, не углублялся, а жил. Уж так прямо бьется сердце, что изъяснить трудно. Возьмут меня, поведут в церковь, потом оставят одну с мужчиной. Прощай, моя прежняя девичья жизнь. Жила, а теперь приходится выходить замуж. А одних забот сколько. Мальчишки, народ дрочливый. А там и девочки пойдут. Подрастут, выдавая их замуж. Хорошо, если выйдут за хороших. А если за пьяниц? В самом деле, что я был до сих пор?
Понимал ли значение жизни? Не понимал, ничего не понимал. Ну, что я делал, что я значил? Жил, ходил в департамент, служил, обедал, спал. Ну, словом, был в свете самый обыкновенный и припустой человек. Только теперь видишь, как глупы те, которые не женятся. Ведь если рассмотреть, какое множество людей находится в такой слепоте, если бы я был где-нибудь государь, я бы повелел жениться всем, решительным всем, чтобы у меня в государстве не было ни одного холостого человека. Право, как подумаешь, через несколько минут и уж будешь женат. Вдруг вкусишь блаженство, какое только... Разве бывает только что в сказках, которого даже не выразишь, да и слов не найдешь, чтобы выразить. 2, 3, 4, 5, Дуняшка! 6, 7, 8, 9. Сосик не разбей. Однако, что ни говори, а как-то даже делается страшно, как хорошенько подумаешь об этом. На всю жизнь, на весь век. Связать себя и уж после ни отговорки, ни раскаяния, ничего. Все сделано, все кончено. Ведь вот даже и сейчас назад никак нельзя попятиться. Через минуту и под венец. Уйти даже нельзя. Там уж и карета, и все стоит в готовности. Неужто в самом деле нельзя уйти? Натурально нельзя. Там в дверях и везде стоят люди. Ну, спросят. Зачем? Нет, нельзя. А что, если бы в окно, а? Нет, нельзя, как же. Неприлично, да и высоко. Ну уж не так и высоко. Один фундамент, да и тот низенький. Ну нет, как же, нельзя. Со мной даже картуза нет. Как же без шляпы? Неловко. Неужели нельзя в самом деле без шляпы? А что если попробовать? О, высоко. Господи, благослови. И сама не знаю, что со мной такое. Опять сделалось стыдно, я вся дрожу. Иди. Ой, если бы его хоть на минуту на эту пору не было в комнате. А где он? Куда он вышел? Фёкла, куда ушел Иван Кузьмич? Да он там был. Да где там? Да тут сидел в комнате. Да ведь нет его, ты же видишь. Ну да, но из комнаты он тоже не выходил. Ну и где же он? Не знаю. А может, он сидит в другой комнате? Да нет, он тут должен быть. Что такое? Да Ивана Кузьмича нет. Как нет? Ушел? Нет, и не ушел даже. Как это? И нет, и не ушел. Да куда бы он мог деваться, ума не приложу. Ну уж, по черной лестнице никак не мог пройти.
Как же, черт возьми, ведь пропасть тоже не выходя из комнаты никак он не мог. Разве не спрятался ли? Иван Кузьмич? А? Ну не дурачься, где ты? Полно, выходи скорее. В церковь давно пора. Он не мог уйти. Никаким образом не мог уйти. Да он здесь, в той комнате и шляпа. Я нарочно положил ее туда. Дуняшка, а где Иван Кузьмич? Ты не видела? Они выпрыгнули в окно. В окошко? Да, а потом, как выскочили, взяли извозчика и уехали. Да ты правду говоришь. Врешь. И бог Не может быть. выскочили, вот и купец в мелочной лавке видел. Ну что? А вот он тот, что знает, как вести дело. Да пусть у меня такие эдакие женихи, общипанные всякие, а уж таких, что прыгали в окна, таких нет, прошу простить. Что ж вы, батюшка, в издевку разве что ли? Посмеяться над нами задумали. На позор мы вам достались. Да я 6-й десяток живу, а такого страму не нашивала. Да зато, батюшка, плюну вам в лицо. Это вздор. Это не так. Я побегу. Подлец вы, возвращу коли вы его. честный человек. А еще дворянин. Вздор. Осрамить перед всем миром девушку. Да, попробуй, вороти его. Дело свадебного не знаешь, что ли? Еще если бы в двери выбежал. А уж коли жених да шмыгнул в окно, тут уж мое почтение. Не надо. Я возвращу его. Я догоню его. На канавку к Семеновскому мосту. Гони. Гони, гони. Осрамил. Гони. Стой. У бассейна. Поехали-ка, брат, домой.